Могу ли я использовать свои прежние права? Вы, скорее всего, задаетесь этим вопросом. И самое необычное для иммигрантов в Великобритании — нет автошкол. Для того, чтобы получить права, нужно сдать экзамен. Добро пожаловать на канал Релокод. Сегодня мы поговорим о том, как получить водительские права в Великобритании. Эта тема будет особенно актуальна для водителей, которые планируют свой переезд в Великобританию или задумываются о нем. Я не буду объяснять, почему и зачем нужны водительские права в Великобритании. Думаю, что если вы открыли это видео, то вы сами понимаете, зачем они лично вам. Поэтому сразу начнем с самого популярного вопроса. Могу ли я использовать свои прежние права? Если вы уже получили права в своей стране, то вы, скорее всего, задаетесь этим вопросом. И ответ – да, но только в течение года с момента приезда в Великобританию. Затем же придется получать британские права. Так какие требования для получения водительского удостоверения в Великобритании? Во-первых, это возраст не менее 15 лет и 9 месяцев. Во-вторых, это наличие документов, удостоверяющих личность. И также какие-либо определенные требования по здоровью. Самое главное, конечно, это требования по зрению. Где учиться на права? На самом деле, самое необычное для иммигрантов из стран СНГ заключается в том, что в Великобритании нет автошкол, к которым мы так привыкли. То есть вождению придется учиться буквально самостоятельно. Это касается как теории, так и практики. И если с теорией все намного проще, так как существует огромное количество сайтов, приложений, где собраны все ПДД и тренажеры, в том числе официальные, специально созданные для обучения приложений, то с практикой придется сложнее. Для сдачи экзамена рекомендовано не менее 30 часов практики. Где вы будете набирать эти часы, никого особо не интересует. Поэтому вам придется самостоятельно решать этот вопрос. Плюс в том, что вы можете учиться с любым человеком, у которого есть как минимум 3-летний водительский стаж. Это может быть либо ваш родственник или друг, либо специальный инструктор, которого вам нужно найти и оплатить самостоятельно. Минус в том, что прежде чем садиться за руль, в принципе, вам нужно будет получить временное водительское удостоверение, которое, естественно, стоит денег. Как же проходит экзамен? Для того, чтобы получить права, нужно сдать экзамен. Экзамен, так же как и в России, например, состоит из 2 частей – теоретической и практической. Теоретический экзамен включает в себя 50 вопросов и определенные смоделированные ситуации на дороге, что, в принципе, тоже мало отличается от экзамена в СНГ странах. Что же касается практического экзамена, то он включает в себя только аналог города, так называемого, где вам предстоит продемонстрировать свои навыки на реальных живых улицах. Еще один популярный вопрос – это сложно ли сдать на права в Великобритании. Говоря о теоретической части, существует объективный минимальный порог в 43 балла из 50. То есть в тесте вы можете сделать не более 7 ошибок. Практическая часть, естественно, зависит только от вашей подготовки. Но в среднем люди сдают со 2-го раза. Сколько же стоит получить права? Тут, опять же, сумма зависит от того, платили ли вы инструктору. К необходимым тратам относятся получение временных прав, это 34 фунта, сдача теоретического теста 23 фунта и сдача практического теста. Стоимость на него варьируется от 65 фунтов до 72, в зависимости от категории. То есть в сумме это обойдется минимум в 122 фунта. Но если вы занимаетесь с инструктором, то эта сумма может увеличиться аж на 900 фунтов, так как час занятий стоит примерно 30 фунтов. Если вы заинтересованы в релокации в европейские страны, в частности Великобританию, вы можете сделать первый шаг к своей мечте и записаться на бесплатную консультацию. Что нужно для этого сделать? Напишите нам в WhatsApp, предварительно подготовив список своих вопросов. Отправьте его одним сообщением, и мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все ваши вопросы. Также пришлите описание своего проекта или CV, и желательно изучить условия нашей работы и договор. Мы обязательно подберем специалиста, который вам поможет.
Также вы можете написать свои вопросы в комментариях под этим видео. Ваши вопросы помогают нам сделать более качественный контент, и мы ответим на них в видеоформате.